Как известно, возраст планеты Земля около 4,5 миллиардов лет, а современный человек появился на ней совсем недавно, всего лишь 40 тысяч лет назад. Однако за время своего существования человечество успело сильно повлиять на окружающую среду. К сожалению, это влияние далеко не всегда носит позитивный характер. За последний век появилось множество свалок, так как в наш быт вошло большое количество товаров одноразового использования, и уровень переработки твердых бытовых отходов лишь в немногих странах превышает 50%. В среднем на одного россиянина приходится 430 килограммов мусора в год. По миру цифры разнятся. В некоторых развитых странах, как, например, в США, на человека приходится 700 килограммов в год. С учетом того, что население планеты превысило 7 миллиардов и продолжает расти, объемы мусора будут только увеличиваться. Отходы меняются не только в количественном отношении, но и в качественном. Среди мусора все больше становится трудноразлагаемых материалов. Для разложения в природной среде фильтра от сигареты требуется 100 лет, полиэтиленового пакета 200 лет, пластмассы 500 лет, а стекла до 1000 лет. Таким образом, под влиянием людей состояние окружающей среды продолжает ухудшаться, а человечество приближается к экологической катастрофе. Поэтому в обществе возникает тревожный вопрос: что делать? Ученые и различные инициативные группы во всех концах мира вовсю разрабатывают пути решения проблем экологии. Однако бум, связанный с защитой окружающей среды, имеет и свою оборотную сторону. К сожалению, некоторые компании и производители, играя на настроениях людей, в рекламных целях ко всему подряд добавляют приставку «эко» и «био». В данном ролике мы разберемся с так называемыми биополимерами. В целом, первые два вида биопластиков относительно схожи. Они состоят из устойчивых к разрушению цепей атомов углерода, например, полиэтилен. Однако для первого типа в качестве сырья используются нефтепродукты, а для второго растительные материалы, поэтому его называют биополиэтилен. Для ускорения распада углеродных цепей нефтепластиков добавляются катализаторы разложения. При этом пластмассовые изделия распадаются на небольшие частицы, которые в свою очередь не деградируют. Что же касается биополиэтилена, то несмотря на растительное сырье, скорость его разрушения не отличается от традиционных полиэтиленов. Третий тип биополимеров представляет из себя цепочки, содержащие помимо углерода кислород в основной цепи. В силу этого данные пластики могут быть переработаны микроорганизмами в естественной среде. Однако немногие из биополимеров этой группы обладают теми же потребительскими свойствами, что и традиционные пластики. Наиболее удачным в этом отношении является полимолочная кислота, из которой возможно производство тех же товаров, что и из полиэтилена, но в отличие от него она способна разлагаться за полгода. В результате процесса ее разложения образуются углекислый газ, вода и гумус. Большое спасибо за просмотр.